Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Хотелось, конечно, поговорить сегодня о теневом флоте России. Но прошедший год, поскорее бы уж он кончился, нужно проводить праздником. Поэтому начну с приятной новости. У меня на канале уже 4000 подписчиков. Это благодаря вам, друзья. Спасибо за поддержку. Я рада, что вы находите в моих видео что-то интересное и полезное. Вы мои почетные, дорогие гости. Спасибо. 4000 подписчиков – это вам не кот чихнул. Нужно отметить. Поэтому я решила объявить амнистию для недорогих гостей. И выпускаю из бана толпящихся там дебоширов, хулиганов, алкашей, то есть флудеров, неадекватов и хамов. Спасибо, начальник. Как говорится, на свободу с чистой совестью. Выходите, граждане. Но помните, в занавеске не сморкаться, козявок под стол не клеить, ерундой не болтать и в моих гостей стульями не швыряться. Иначе возврат в расстрельный список. Благодарю за понимание. Итак, друзья, мы живем в период праздников, поэтому расскажу, как празднуют Рождество испанцы и финны. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Рождество – это очень большой праздник в Испании. Испанцы вообще праздники любят и отдаются им с неистовой южной страстью. В Испании Рождество начинается уже с ноября, когда улицы городов и деревень украшаются огнями, а в витринах и на площадях устанавливаются рождественские вертепы, на испанском «белен». Это такие инсталляции, представляющие библейские сцены. Иногда это довольно большие инсталляции с движущимися фигурками, зажигающимися огнями. Например, в одном дворе там кузнец мастерит что-то, а там хозяйка качает люльку с младенцем, там пасутся овцы, там солдаты охраняют крепость и так далее. Устанавливаются рождественские елки, хотя вертепы традиционно считаются более важным элементом декора. В декабре все чаще компании вечерами надевают красные шапочки и различные рога. Почему-то рога более популярны у женщин, а мужчины скромничают в шапочках. Ожидание чуда нарастает, и 22 декабря разыгрывается знаменитая рождественская лотерея «Эль Гордо», в переводе «толстяк», одна из крупнейших в мире. Она вызывает настоящий ажиотаж по всей стране. Люди мечтают о внезапных миллионах. Я в лотерее не участвую, но план на случай пары сотен миллионов есть. Я куплю гостиницу на берегу моря, поселюсь там в пентхаусе и по пятницам буду устраивать вечеринки для друзей. И, конечно, всем друзьям найдется место в моем доме. Осталось только заполучить несколько миллионов. Ну ладно, мечты, где ваша сладость, где ты, ночная радость. Ладно, вернемся из грез в мир реальный. Канун Рождества, 24 декабря, Ночи Буэна. Это один из самых важных вечеров. Семьи собираются на праздничный ужин, где подают, конечно, хамон иберико. Это испанский хамон. морепродукты, различные креветки, мидии и, конечно, традиционные сладости – туррон, миндальная нуга.
песочное печенье полверон, марципан. После ужина многие отправляются в церковь на полуночную мессу «Мисса де Гайо». Рождественский день Навидад 25 декабря испанцы обычно проводят в кругу семьи за обедом. Но, в принципе, у них по выходным обед в ресторане, поэтому также они и в рестораны идут с семьями. Дети в этот день могут получить какие-то небольшие подарки, но в основном подарки дарят позже, 6 января, на праздник Трех Королей. Новогодний вечер Ночи Беха 31 декабря начинается с праздничного ужина в кругу семьи или друзей. Меню примерно то же, что и на Рождество. Пьют испанское шампанское, кава. И главная традиция – нужно съесть 12 виноградин под бой курантов, по одной виноградине на каждый удар часов. Каждая виноградина символизирует один из месяцев грядущего года. Это приносит удачу на следующий год. И обязательно нужно надеть красное белье, иначе удача может отвернуться. После полуночи празднования превращаются в шумные вечеринки, продолжающиеся до утра. Люди собираются на центральных площадях, веселятся и танцуют в клубах, ресторанах, барах или дома. И, наконец, 6 января – День Трех Королей. Этот день даже важнее, чем Рождество, потому что волхвы приносят детям подарки. А накануне 5 января устраивается шествие «Кабальгада де Рейес», инсценирующее прибытие в город 3 библейских волхвов – Мельхиора, Гаспара и Валтасара для поклонения младенцу Иисусу. Это костюмированные парады, где волхвы раздают детям сладости. Дети объедаются сладостями до полуобморока и ждут следующего дня, когда получат подарки. Завтрак 6 января немыслим без традиционной булочки «Роскон де Рейс». В ней обычно спрятаны 2 сюрприза – фигурка короля и фасолина. Кому достанется кусочек с фигуркой, считается королем праздника и надевает бумажную корону, которая продается вместе с булочкой. А кто найдет фасолину в своем кусочке, по традиции должен купить или приготовить роскон на следующий год. Конечно, эти сюрпризы всех забавляют и добавляют элементы интриги к трапезе, делая ее радостной и для детей, и для взрослых. Если в Испании Рождество – это шум и гам, то в Финляндии это тишина и покой. Подготовка к Рождеству в Финляндии начинается тоже задолго до 24 декабря. Улицы и дома украшаются гирляндами, во всех супермаркетах рождественская музыка. И, по правде сказать, такое длительное ожидание девальвирует праздник, я так считаю. Незадолго до Рождества в домах и квартирах ставят и украшают елки. У меня елка обычно стояла за окном, и она у меня там до самой весны стояла, украшенная гирляндами. Финны готовят традиционную рождественскую выпечку, например, имбирные печенья, пипаркакот и слоеные пирожки с начинкой йоулу-торту. Дети пишут письма финскому Деду Морозу Йоулу-Пукки, который живет в деревне в Лапландии недалеко от города Рованиеми. Канун Рождества, 24 декабря, этот день является центральным моментом праздника. Утро начинается с рисовой каши, рейсипуру, в которую кладут миндальный орех. Кому в каше достанется орех, тот счастливчик, и ему весь год будет сопутствовать удача. Каша готовится так. Сначала рис отваривается на воде, потом туда добавляют сливки, масло, можно посыпать корицей, и некоторые посыпают даже сахаром. В этот день финны идут на кладбище, зажигают свечи на могилах родных, и это тоже создает атмосферу покоя и света. Полдень
24 декабря в городе Турку торжественно провозглашают начало рождественского мира. Этой традиции более 700 лет. Первые упоминания о ней датируются 1320 годами. Это одна из старейших традиций Финляндии. Церемония проходит на Соборной площади в Турку и транслируется по радио и телевидению. Текст провозглашается на обоих государственных языках, на финском и шведском, напоминая о мире, уважении и спокойствии, которые должны сопровождать рождественские праздники. В канун Рождества многие финны, даже, я бы сказала, большинство, идут в сауну. Вечером вся семья собирается на праздничный ужин. На ужин подают традиционно запеченную в духовке ветчину, картофельную, морковную, брюквенную в запеканке, рыбу, например, лосось, маринованную сельдь. Конечно, пьют глинтвейн, который подают с миндалем и изюмом. После ужина нагнетается тревожная атмосфера ожидания Йоулупукки, финского Деда Мороза, который несет детям подарки. А вдруг не придет, вдруг метель занесет, или вдруг там дед загуляет, ходя по другим домам. — 25 декабря – это спокойный день. Можно покататься на лыжах, если есть снег, конечно, или на коньках, если погода позволяет. Потом опять финны собираются всей семьей, чтобы доедать остатки вчерашней трапезы. Можно разжечь камин и посидеть с родней по-домашнему. Новый год финны встречают в кругу друзей. Либо дома, либо в ресторанах. 31 декабря устраивается тоже праздничный ужин, в полночь пьют шампанское и запускают фейерверки. Фейерверки можно запускать с 18 часов, и для многих собак и их владельцев это время становится настоящим испытанием. Поэтому многие владельцы собак уезжают на Новый год в гостиницу в аэропорту Хельсинки. Там можно не опасаться взрывов петард. Места в гостинице нужно бронировать сильно заранее. Фейерверки особенно популярны среди молодежи, и это напряженное время для экстренных служб. Регулярно кто-нибудь лишается глаз или получает серьезные ожоги. Ходят слухи, что кто-то гадает на расплавленном олове. Расплавленное олово бросают в воду, а по получившейся фигуре предсказывают будущее. Но я таких гаданий не припомню. Финны, как и многие другие народы, любят давать обещания на Новый год. Например, начать худеть, начать изучать что-то новое. А после праздников многие устраивают месяц воздержания от спиртного. Так и называется «Типатон таммику» – безалкогольный январь. А теперь, дорогие друзья, мне остается лишь пожелать вам хорошего Нового года. Пусть он будет лучше, чем год уходящий. Всем покоя, мира и счастья в Новом году. С Новым годом, друзья! Всем пока!